Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. В этом видео мы уделим внимание 14 июля. Поговорим, что это за такие летние кузьминки, что ни в коем случае нельзя делать в этот день, чтобы не привлечь беды и проблемы в свою жизнь по народным приметам, а также почему именно в этот день вы можете обрести счастье, а также избавиться от множества неприятностей с помощью проверенных народных методов. Также в этот день у вас будет возможность привлечь благополучие. Почему именно так и что для этого нужно сделать, далее в этом видео. А прямо сейчас подпишитесь на канал Эзотерика для тебя, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому эта информация действительно будет полезна и важна. Итак, 14 июля отмечается народный праздник «Летние Кузьминки». В церковном календаре день посвящается памяти мучеников-бессеребренников Космы и Дамиана Римских. Другие названия праздника: Кузьма и Демьян, День Козьмы и Демьяна, Бабий праздник и Женский праздник. Кузьминками этот день назвали в честь одного из святых, которого почитают в этот день. И поскольку это имя для наших предков Космы было необычно, они подобрали для названия этого дня наиболее похожее имя. Поэтому 14 июля люди молились Косме и Дамиану об избавлении от болезней. Святые братья с давних пор считались покровителями лекарей, поэтому те, кто был связан с медициной, ставили им свечи и просили силы, знаний и защиты. Народные целители в этот день лечили неврозы и заговаривали навязчивые мысли. На 14 июля в самом разгаре был сенокос. В трудах проводили свои дни и огородники. Нужно было полоть грядки и начинать собирать первые корнеплоды, в том числе и для продажи. На Кузьму и Демьяна также собирали ягоды, малину и крыжовник, из которых варили варенье, делали компоты. Кстати, малиновое варенье, сваренное в этот день, получалось особенно вкусным. Крыжовник использовали и при приготовлении вторых блюд. С ним, например, тушили цыплят. Хозяйки верили в примету, что 14 июля получается самое вкусное варенье из малины. Поэтому именно в день Кузьмы и Демьяна женщины занимались его приготовлением. У каждой хозяйки был свой рецепт, которым она ни с кем не делилась в другие дни. Зато в летние Кузьминки никто не имел права отказать в раскрытии своего секрета, иначе, согласно поверью, все варенье пропадет. Мужики после сенокоса обязательно ходили на речку, чтобы обмыться в проточной воде и явиться на женский праздник отмытыми от всех неприятностей и хлопот. Они надевали белые рубахи и подпоясывались красными поясами и шли к столу с песнями да прибаутками, веселя при этом женщин. Летние Кузьминки считался все-таки женским праздником. Проведя день в хлопотах по дому и огороду, вечером девушки собирались на посиделки. По традиции, они готовили сборную кашу, для которой каждая приносила то, что может. Разнообразить стол разрешалось только овощами или фруктами. Животная пища не должна была на нем присутствовать. Не обходилось застолье и без пива или домашней наливки. Еды принято было готовить много, чтобы хватило на угощение соседям и нищим. После совместных посиделок женщины обычно делились кулинарными рецептами, советовались по разным семейным вопросам или же просто сплетничали, щелкая семечки. Со столов же убирали молодые девицы, давая матерям отдохнуть после тяжелого рабочего дня. Что же нельзя делать было 14 июля? 14 июля представительницы слабого пола не должны были работать в этот день. В народе говорили, что любая работа в этот день принесет еще более тяжкий труд на весь год.
Именно поэтому 14 июля необходимо было постараться максимально отдыхать, веселиться, а работу распределять со своими близкими людьми. Нельзя было тратить в этот день и много денежных средств. К этому запрету можно отнести и еду, припасы и другие материальные ресурсы. В этот день необходимо трезво оценивать все свои запасы, не тратить их зря. Лучшим решением будет накопить. В таком случае святые принесут вам еще больше денежных средств, благополучия и достатка. Также в этот день нельзя было завидовать, ну и, конечно, как, впрочем, наверное, и в другие дни. Но в светлой зависти ничего плохого нет. Она мотивирует человека и заставляет добиваться чего-то, переходить на новый уровень. Однако, если зависть для вас – это лишний повод взгрустнуть или оскорбить того, кто добился успеха, то, знаете, это плохое чувство, и от него срочно нужно избавляться. Поэтому постарайтесь научиться радоваться успехам других людей. А если люди специально будут провоцировать вас, то следует просто прекратить общение с ними. Помните о том, что сны в этот день были вещи, и считалось, что они очень скоро исполнятся. Но о том, что вам приснилось, никому нельзя было рассказывать. А сновидение, увиденное днем 14 июля, осуществится тогда, когда вы о нем забудете. И в этот день можно было обрести счастье, а также избавиться от множества неприятностей с помощью определенных народных методов. В этот день была даже возможность привлечь благополучие в свою жизнь. И первый мы предлагаем вам обряд. Это обряд для привлечения богатства на летние Кузьминки. Привлечь деньги в праздничный день можно с помощью простого обряда. Для этого вам нужно посадить мешочек с мелочью возле дома или горшок с землей. Сверху посадить цветок и сказать следующие слова. «Злато, серебро из недр земли вышло, буйным цветом расцвело. Как денежки посажу, так и богатство выращу. Как росток взойдет, так и проблемы с деньгами уйдут. Да будет так». Ну, а чтобы денежная удача не обходила ваш дом стороной, если в нем хозяева щедрые. В древности считалось, что 14 июля нужно приветить каждого гостя и подарить ему монетку со словами «Что отдам, то старица вернется, что от чистого сердца подарено, то богатством обернется. Да будет так». И следующий обряд – это для того, чтобы привлечь удачу в свою жизнь. Удачу 14 июля привлекают с помощью угощения. Его раздают встречным прохожим и про себя каждый раз проговаривают следующие слова. «Я с добром и ко мне с улыбкой. День помогаю, 3 дня подарки принимаю. Как сказала, так и стало». И по народным поверьям удача в этот дом придет, где хозяева радушно гостей принимают и, конечно же, от души угощают. Вот такой у нас с вами был день по народным приметам 14 июля в день летней Кузьминки.